Всех приветствую на моем канале. В этом видео буду менять пороги на своем автомобиле. Автомобиль у меня Deo Nexia в старом кузове N100, 16-клапанный, 2007 года выпуска. Значит, собственно, для этого вот я и устанавливал электрический тен, потому что когда буду красить, чтобы у меня печка не топилась в гараже. Но все-таки пары, это не совсем безопасно. Так, ну это небольшое отступление от темы. Сейчас покажу, в каком состоянии находятся пороги. Брал я машину у Перекупа. Предыдущий владелец владел ей всего полгода. Значит, ну и пороги, видно, он менял частично. То есть вот здесь вот был у него сделан сварочный шов. Снизу я вообще молчу, как там было сделано. То есть это в процессе буду снимать, показывать. Там просто на алюминиевые заклепки. Вот так вот у нас делают Перекупы. Попутно здесь вот я реставрировал дверь в свое время, как бы, ну, не обрабатывал ни преобразователями, ничем, просто подшпаклевал, покрасил, тоже это буду исправлять. Здесь вот задняя колесная арка, тоже вот так вот она вздулась пузырями, это тоже все буду делать. Значит, ну что сейчас буду чем заниматься, это в первую очередь надо мне снять переднее крыло, открутить оба подкрылка и снять двери. Вот, собственно, этим сейчас и займусь. Попутно буду показывать, в каком состоянии находится порог. Машине уже почти 20 лет, 2007 год выпуска. Вот, друзья, прошло примерно 4 часа. Разобрал я полностью салон, снял все 4 двери, открутил вот с этой стороны крыло. Вот здесь кое-какие запчасти у меня лежат на двигателе. Что-то вынес на террасу. Значит, хочу показать, вот как переваривал порог Перекуп. Вот можете видеть, вот так вот он выглядит. Вот здесь вот этот стык. И здесь вот просто на старый порог прямо было навернуто. И можете обратить внимание, вот они, алюминиевые заклепки. То есть вот так вот делают Перекупы. Значит, ну давайте посмотрим состояние днища. Ну, конечно, выглядит это ужасающе, но в принципе критичного тут ничего я не вижу. Да, ржавчина кое-где есть, где-то сквозная коррозия в нескольких местах, но это единичные, можно сказать, места. Там тоже начало уже, то есть корродировать. Это я все обработаю преобразователем ржавчины, зачищу металлической щеткой, загрунтую и покрашу. Вот так вот там тоже сквозная коррозия, ну то есть критических мест тут 4 всего. Вот здесь вот, да, вот здесь небольшой участок. Давайте сейчас обойду с той стороны. Так, вот здесь тоже вот уже трубки торчат, топливные, тормозная. Вот здесь вот тоже такая вот небольшая коррозия есть, тоже сквозная. А здесь уже все мокрое, то есть вот я буду снимать эти вот штатные шумоизоляцию. Сниму и все почищу и посмотрю уже, что там дальше. Так, в принципе, пока вот так вот. Мне еще снять вот это крыло, открутить 2 подкрылка. Я начал срезать порог. Вот он у меня лежит попиленный частями. Ну, как начал срезать, его прорезал вот здесь вот, и он просто отвалился сам целиком. То я его уже попилил на части, чтобы удобно было вытянуть мешок. Ну и вот что тут можно наблюдать, какую картину. Недостаточно хорошо видно, вот так вот, наверное, будет виднее. То есть место соединения с полом тоже начал подгнивать. Там песок в пороге, пока не разобрался, как он туда попал. Вот здесь вот усилитель тоже уже весь сгнил, его надо будет менять. Значит, это как бы поменяю я. Порог буду ставить вот такой вот. То есть он как бы не полный профиль, ну точнее полный профиль вот такой вот, то есть варится вот здесь и вот здесь вверх и вниз, но нету закруглений на стойке, то есть ну, как бы не оригинальный порог заказывал, но опять же все упирается в цену. Эти пороги, порог из соединителя обошелся мне в 2000 рублей комплект, а оригинальный порог, во-первых, он тоньше, металл 0,8, это 1,2 оцинковка. Там 0,8 и стоит 5500, то есть больше, чем в 2 раза дороже, поэтому буду делать вот с этих вот, они потолще. Значит, ну сейчас срезаю усилитель и буду подваривать уже соединитель
днище. То есть зачищаю, естественно, все предварительно. Ну и буду по ходу уже показывать. Ну вот, друзья, отреставрировал часть лонжерона здесь. Через точки вот его приварил. Отреставрировал тоже вот эту вот кромку. Внутренний порог. Тоже вот до туда. Тоже вот приварил его на прихватке. С перехлестом 5 миллиметров сделал. Варил не в стык, то есть вот здесь вот так вот перехлест. Недостаточно хорошо видно. Вот так вот. Значит, здесь в стандартном варианте шел вот такой вот усилитель. Небольшой он был, где-то до половины порога. И я так понял, посмотрел я схему. То есть приваривается он вот порог, да. Сейчас наглядно видно. То есть вот профиль порога, приваривается он вот таким вот образом. Ну и вот здесь, в этом месте, либо приваривается к порогу, это нижняя часть порога, то есть такая загибается здесь, ну и как бы приваривается, либо просто вот так вот болтается там внутри, как было у меня, но понятно, пороги перекуп менял, поэтому просто вот здесь вот был такой усилитель. Значит, я же хочу немножко по-другому сделать, то есть усилитель согну и подведу вот к этой кромке, то есть приварю вместе с нижней частью порога. Для чего мне это надо? Потому что машину я периодически поднимаю за кромку на подъемнике, ножничный подъемник у меня, и, соответственно, по этой причине вот старый порог у меня пришел в негодность из-за того, что фактически ребра жесткости вот здесь вот нет. То есть, и чтобы вот исключить эту проблему, сделаю я здесь сплошниковый усилитель по всей длине именно вот на эту кромку. Попробую как-то вот изогнуть его и приварить. Ну вот, друзья, что получается. Приварил усилитель. Как и говорил, приварил его полностью от самого начала, насколько это возможно, и до самого конца автомобиля. То есть вот здесь вот уже начинается крепление задней балки. И вот в этом месте я его как бы закончил. В усилителе сделал отверстие. Взял произвольно, то есть и не по шаблону, так от руки. Вырезал плазморезом. То есть почему овальный? Потому что удобнее доставать вот эти вот обрезки. Остатки, они проваливались туда, и то есть удобно доставать, чем если бы круглый. Но это сделал для того, чтобы когда буду задувать изнутри порог, чтобы обработка, то есть происходила с двух сторон. Так, ну вот начал варить внутри. Тоже здесь заплатки поставил, заварил дренажные отверстия, заварил все, потому что вот вокруг дренажных отверстий, то есть гниет металл. Как бы это болезнь, в принципе, любого автомобиля. Отверстия эти дренажные не работают как надо. И поэтому вокруг них происходит первая коррозия. Вот сейчас покажу поподробнее, как оно выглядит. Такие вот, как можете видеть, вот оно вокруг дренажного отверстия. Металл сгнил. Значит, ну и как говорил, металл использую двойку. Поэтому варю частями. Целый элемент очень проблематично согнуть, то есть вот варю такими кусочками, да, вот здесь кусочек выварен, вот здесь кусочек выварен, и вот это будет третий кусок. Такие вот элементы выгибаю на обычном куске рельса, вот у меня, вот так вот элементы подгоняю друг к другу, варю в стык с небольшим зазором, то есть зазор оставляю миллиметр. Старому металлу варю внахлёст на 3-5 миллиметров, то есть с внутренней стороны снизу. Сейчас покажу, включу лампу. Не стал варить снизу заплатки, потому что это очень неудобно. Ну и разницы, я считаю, никакой нет, сверху или снизу варить. Вот так вот они выглядят изнутри, эти заплатки. То есть, и вот этот вот перехлёст получается. То есть 3 миллиметра у меня сделано, вот вы можете видеть, сварочный шов идет. Отверстия все в металле, то есть вот старый металл вырезаю, делаю, то есть вырезаю тоже плазморезом. Примерно подгоняю заплатку, ну конечно, да, это намного ускоряет мне работу. Примерно подгоняю, какая будет заплатка, да, черчиваю ее маркером, убираю деталь саму и плазморезом прохожу где-то на 3-5 миллиметров меньше. То есть болгаркой ничего не режу. Соответственно, в гараже вот ни дыма, ни пыли, ничего нет.
Так, ну значит, сейчас доделаю внутри и начну уже выставлять порог, ну и буду показывать уже, что по ходу получается. Также надо заделать мне вот здесь еще, прогнило немножко. То есть это уже к усилителю пола, ближе туда вот, здесь стоит усилитель пола. То есть там, ну и заплатку также наложу сверху. Ну а так, в принципе, практически все. Ну вот, друзья, доделал одну сторону автомобиля, приварил порог, то есть выставил зазоры. Вот здесь вот поставил заплатку. Вот эту арку реставрировал из профильной трубы, на трубогибе просто выгнул. Сейчас покажу, в каком состоянии была старая арка. То есть вот она, старая арка. И по ней, то есть выгнул кусок профильной трубы 20 на 20, стенка двойка. Ну и наложил внутреннюю заплатку и наружную заплатку. Вот, значит, уже все обработал кислотным грунтом. Сейчас покрою еще акриловым грунтом, потому что процесс достаточно долгий, пока все подгоняешь. Уже вот заплатки здесь внутри начали хвататься ржавчиной, то есть чистил металлической щеткой, и они уже хватаются ржавчиной. Тоже вот побрызгал их кислотным грунтом, чтобы как-то защитить. Потом все равно буду чистить целиком днище, но как бы пока вот так. Значит, порог приварил на прихватке тоже вот снизу, почистил их, ну, как бы чуть-чуть, чтобы не сдирать слой цинка, старался аккуратно чистить. Конечно, полнопрофильный порог было бы лучше, потому что, ну, меньше вот здесь вот работаю на средней стойке сзади, и вот здесь мне тоже пришлось немножко извращаться. То есть вот так вот я это все сделал, так как здесь стоит крыло, и вот тут должен быть перепад на пороге. То есть на штатном пороге он, ну, то есть смотрел я, есть этот перепад. Мне пришлось вот здесь порог обрезать и подвернуть к старому порогу. Так, ну сейчас грунт высохнет, обрабатываю акриловым грунтом и перехожу на ту сторону. Ну вот, друзья, закончил пока с левой стороной, то есть прогрунтовал. Значит, лежит у меня слой кислотного грунта, 2 слоя акрилового грунта и слой эпоксидного грунта. Сделал это для того, чтобы пока делаю вторую сторону, ну, ржавчина не хватало металл на сварочных швах, потому что порог оцинкованный, как бы понятно, ему ничего не будет. Ну, а сварочные швы успеют заржаветь, грубо, за 2-3 дня. Поэтому покрыл грунтом, шпаклевать буду уже позже. То есть вот здесь надо будет пошпаклевать, ну, все стыки пробежаться. Покрывать порог буду антигравием, поэтому здесь, ну, то есть не принципиально прям выводить в идеал. Антигравий все скроет. Значит, начал разбирать вторую сторону, сейчас покажу. Уже снял подкрылки, заднее колесо, ну, мне так удобней. Спереди снял крыло. И вот уже сдернул старый порог. То есть также оторвался он рукой. Вот он в таком состоянии. Это тоже оцинкованный был полупорог. Ну, приварен он был, ну, как можете видеть, вот здесь точка сварочная. Вот здесь точка. Там в начале тоже одна точка, то есть на 3 точках держался порог. Вот даже здесь видно одна точка, да, вторая точка посередине, и вот здесь вот третья. Вот в таком он состоянии. То есть это 4 года из-за того, что туда попадала грязь, и то есть, ну, ничем он не был обработан. Когда я покупал ее у перекупа, то есть сделал ее именно на продажу. Ну вот в таком состоянии старый порог. Вот он ломается просто руками, нижняя часть. Усилителя, конечно, там тоже нет. Ну а сверху, как можете видеть, все нормально. Вот здесь вот уже ремонтировал 3 года назад я. То есть подваривал, но ложил просто шпаклевку на сварку, поэтому вот сквозная коррозия, она как пролезла, она так и, ну, то есть как шла, так и в этот раз сделаю по уму, тогда делал на скорую руку. То есть, ну что, срезаю порог, ну и также выставляю усилитель, внутреннюю часть, и по ходу буду показывать. Закончил подготовительные работы, срезал вот эти вот, ну, как остатки порога, остатки усилителя, точнее не срезал, а срубил вот таким вот пневматическим долотом. У меня есть обзор, тоже есть на моем канале. Очень удобно работать, ни пыли никакой, ни абразива, как от болгарки, нет. То есть, ну, намного упрощает работу, остаются вот такие вот
куски, то есть срубленные, металл тоже не перегревается. А также срубил всю шумоизоляцию. Вот эту шумовиброизоляция заводская была. Тоже достаточно легко она отскакивает. Ну и плюс где-то, если какие-то ржавые места, ржавчина тоже крупная отлетает. Значит, здесь столкнулся с такой проблемой. Вот здесь вот у меня расположен ВИН-номер. Как можете видеть, вот он, ВИН-номер. Поэтому вот эту вот часть порога, вот эту часть усилителя пола и вот этот вот кусок пола трогать мне нельзя. То есть, чтобы до туннеля он шел у меня целиковый. Ну, мало ли будет какая-то есть экспертиза, если что-то не понравится в МРЭО. Значит, они проведут экспертизу и, по крайней мере, определят, что номер не вареный. Значит, ну, с этой стороны, понятно, порог я поменяю. Вот эту вот дырку вот здесь рядом с номером тоже заварю. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Не гораздо дорогая у меня машина для того, чтобы там угонять, что-то перепиливать, переделывать. И поэтому, в принципе, я думаю, претензий никаких возникнуть не должно. Значит, ну что, сейчас по стандартной схеме вырезаю, зачищаю вот здесь вот до голого металла, где буду варить, вырезаю нижнюю часть, то есть, ну, как наращиваю кромку, куда будет привариваться порог. Ну и дальше по ходу буду показывать. Вот здесь ситуация немножко погрустнее, чем с той стороны. Значит, здесь вот уже начал гнить усилитель лонжерона. Вот он здесь лонжерон идет, но лонжерон целый, поэтому придется мне его вот так по самый верх срезать и наложить здесь новый металл. Вот он, видите, насквозь, да, прогнивший. Это тоже ничего страшного, это все делается. Варил порог со второй стороны, уже не снимал. В принципе, то же самое, та же самая процедура. Здесь вот такие вот получились у меня зазоры, но это сейчас все я заделаю. Но опять же по причине того, что порог просто, ну, как кусок водосточки, можно сказать. И что вот такой вот формы. Значит, внутри также сделал отверстие. Не знаю, видно будет, не видно. Вот так вот они идут у меня прорезаны плазморезом. Значит, в этом пороге, точнее не в пороге, а в усилителе, также сделал отверстие снизу. Просверлил через 15 сантиметров туда вниз на 20 миллиметров диаметр отверстия, ну, в шахматном порядке, для того, чтобы обработка, ну, то есть внутри я буду задувать пушечным салом, чтобы она протекла вот сюда, вот в эту часть порога. В том пороге не делал, как бы, ну, а вот в этом решил сделать вот так. То есть порог уже выставил, зазоры по дверям тоже посмотрел, приварил. Ну и сейчас буду заниматься тем, что буду заделывать вот эти вот зазоры, то есть заваривать. Вот здесь заплатку наложу, снизу порог тоже проварил. Пока вот так вот. Я загрунтовал вторую сторону, прошелся кислотником, акриловым грунтом 2 слоя и слой эпоксидного грунта. То есть вот здесь вот буду шпаклевать по эпоксиднику. Значит, внутри прошелся кислотным грунтом и акриловым грунтом. Ну, как бы проходился в основном заплатки, здесь просто надул так, чтобы поэтому не зачищал остатки мастики, где-то она проступила. Но это не критично из-за того, что буду обрабатывать в дальнейшем вот такой вот мастикой внутри и снаружи битумной. И потом буду клеить виброизоляцию. Вот снизу тоже все у меня обработано. Значит, обработал кислотником, обработал акриловым грунтом. Верх акрилового грунта покрыл все антигравием. Значит, по антигравию буду наносить опять же эту мастику, а потом швы сравняю автопластилином, для того, чтобы более культурно выглядели эти заплатки. Значит, сейчас занимаюсь тем, что буду наносить по краю кисточкой, для того, чтобы не заляпать пороги, а также с нижней стороны, для того, чтобы потом покрыть пороги антигравием. Вот, друзья, закончил я с покраской порогов, покрыл антигравием. Антигравий из баллона под пистолет, покрыл базой и акриловым лаком из баллончика, то есть однокомпонентным. Не знаю, сколько простоит. Изнутри проклеил вот такую вот виброизоляцию 4 мм. То есть весь пол я заклеил внутри, то есть задние, внутренние крылья тоже заклеил. И швы в районе, где ноги, проклеил алюминиевым скотчем, то есть везде. Вот здесь вот они у меня проклеены. Ну, это больше для того, чтобы подстраховаться, чтобы где-то какая-то влага не попадала под виброизоляцию. Значит, сейчас просверлил вот здесь вот в ответной части, внутренней части порога отверстие на 16 мм, где-то шагом в 20.
сантиметров. По той стороне тоже. Вот они, одно отверстие. Здесь второе, третье, четвертое. И вот там вот в районе крепления ремня задних пассажиров пятое. И с помощью вот такой трубки шла она, значит, в комплекте с вот этим вот пистолетом. Обзор на него я делать не стал, как бы обычный пистолет антигравийный. Вместо сопла вкручивается вот эта трубка для заполнения всяких скрытых полостей. В ней вот такая вот центральный жиклер и боковые тоже вот такие выходы под составы, значит, имеются. Покажу, какого плана пистолет. То есть, в принципе, мне понравилась эта фирма, не реклама, но вот такой вот фирмы пистолетик стоит что-то в районе там 1000 с небольшим рублей. Сейчас задувать пороги буду пушечным салом. Посмотрел, кто чем делает, то есть, ну, сделаю как вот по старинке, проверенным способом, пушечным салом. Здесь вот у меня стоит целая банка. Такое вот пушечное сало. Оно достаточно густое, сейчас покажу, открою. То есть вот, можете видеть, да, пальцем мне его не промять. И сейчас на своей печке, буржуечке, я его вот таким вот образом топлю. То есть оно не кипит, просто потихоньку плавится. Это у меня другая банка, обработаны у меня были, значит, арки до этого. Ну, вот остатки сначала сплавлю, потом докину туда, тоже растоплю и задую в 2 порога. Ну и в принципе на этом все. Буду собирать. Как бы, так что вот такое, ребят, получилось видео. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.